Всем привет, меня зовут Василя. Сегодня свяжем повязку с очень красивым узором. Узор называется пиксель. Повязка эластичная, очень хорошо тянется. Вы сможете связать повязку любого размера. Данную повязку я вязала на размер 55-56. Для вязания я использовала пряжу Alize Lana Gold Classic. Здесь у нас цвет 166, 100 граммов, 240 метров. 51% акрил и 49% шерсти. Из одного мотка у вас выйдет две такие повязки. Получается, на одну повязку уйдет полмоточка. Также нам понадобится крючок номер 5, либо можно взять крючок номер 4 для того, чтобы повязка была более плотной. Также для сшивания можно использовать пластиковую иглу с большим ушком, либо можно использовать просто крючок. Для узора нам необходимо набрать четное количество петель. Я буду набирать 20 воздушных петель. Делаем петлю, заводим крючок, вытянули, затягиваем петельку и набираем 20 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5 и так далее. Четное количество петель. Вот я набрала цепочку из 20 воздушных петель. Далее узор у нас состоит из полустолбиков с накидом и соединительных столбиков. Делаем накид, крючок вводим во вторую петлю от крючка, вот первая, во вторую. Вытянули петлю, на крючке 3 петли, провязываем их вместе. Это у нас полустолбик с накидом. Далее вводим в следующую, провязываем соединительный столбик. Вытянули и через петлю на крючке. Снова накид, вяжем полустолбик с накидом. Соединительный. Полустолбик с накидом. Соединительный. И таким образом довязываем до конца. Самый последний у нас будет полустолбик с накидом. Провязываю последнюю петлю. В конце у нас ряд заканчивается полустолбиком с накидом. Итак, мы провязали первый ряд. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю, переворачиваем. Все последующие ряды мы будем вязать, захватывая заднюю стеночку полупетли. Вот у нас косичка идет, мы захватываем заднюю стеночку, вот эту. Вот они. Также начинается ряд со второй петли от крючка. Первая со второй петли за заднюю стеночку. Провязываем полустолбик с накидом. Заднюю стеночку вытянули. 3 петельки на крючке вместе. Далее соединительный столбик также за заднюю стеночку. Полустолбик с накидом. Соединительную. Итак, провязываем до конца. Ряд у нас должен закончиться также полустолбиком с накидом. Я покажу, как его здесь провязать в конце. Вот в конце мне осталось провязать 2 петли, провязываю соединительный столбик и осталось провязать полустолбик с накидом. Вот здесь у нас идет петелька, она как бы с краю, ее надо не пропустить. Мы захватываем обе стеночки полупетли, вытянули и провязываем 3 петли на крючке. Таким образом. Далее делаем всегда одну воздушную петлю, перевернули и всегда начинаем со второй петли от крючка. Первая со второй, также за заднюю стеночку полупетли провязываем полустолбик с накидом. Делаем накид со второй петли от крючка, провязали. Далее снова соединительный столбик, полустолбик с накидом, соединительный, и таким образом довязываем снова до конца. В конце снова остались у меня 2 петли. Первая, вот она с краю находится, последняя. Провязываю соединительный и полустолбик с накидом за обе стеночки полупетли.
Вот таким образом я провязала уже третий ряд. Далее снова делаем одну воздушную петлю, и узор у нас повторяется. Всегда у нас ряд начинается со второй петли от крючка. Мы провязываем полустолбик с накидом, и в конце у нас ряд также заканчивается полустолбиком с накидом, захватывая 2 полупетли. Итак, вяжем далее самостоятельно необходимую длину. Провязала я необходимую длину. В ширину у нас повязка 10 сантиметров, в длину 45 сантиметров. Это я провязала на размер 55-56. Получается на 10 сантиметров меньше, так как у нас здесь полотно очень эластичное и хорошо тянется. Далее мы сейчас будем соединять два конца. Узор здесь двухсторонний, поэтому нет разницы, как вы будете его складывать. Вот у нас, где мы закончили вязать, заводим под петлю, вот под косичку. Здесь находим крайнюю петельку, вытянули и провязываем соединительной петлей. Далее в следующую с одной стороны, под петлю с другой стороны. И такими соединительными петлями мы прошиваем до конца. Теперь необходимо нам связать вот такой прямоугольник. Вяжется он очень легко соединительными петлями. Размером он получился 10 сантиметров и в ширину 4 сантиметра. Итак, мы набираем также цепочку из воздушных петель, делаем петлю, провязали петельку, затянули. Далее набираем 20 воздушных петель. Набрали цепочку из воздушных петель, далее переворачиваем, и вот здесь у нас идут вот такие перемычки. Мы будем провязывать за них. Вводим крючок во вторую перемычку от крючка, вот первая, во вторую вводим крючок, захватили нить и протягиваем через петлю на крючке. Провязываем соединительную петлю. Далее в следующую, также соединительную. Старайтесь вязать более свободно, тогда вам будет проще вводить крючок в следующих рядах. Итак, провязываем до конца. Под каждую перемычку вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Провязываю последний соединительный столбик. В первом ряду у меня получилось 19 соединительных столбиков, и в каждом последующем ряду будет такое же количество столбиков. Делаем одну воздушную петлю, переворачиваем, и теперь всегда провязываем за заднюю стеночку полупетли, начиная со второй петли от крючка. Вот первая, со второй петли за заднюю стеночку. Также провязываем соединительный столбик. Итак, провязываем до конца второй ряд. У вас также должно получиться 19 соединительных столбиков. В конце я покажу, как провязать последний самый. Провязываем самый последний. Также мы захватываем обе стеночки полупетли и провязываем соединительный столбик. Снова одна воздушная петля, перевернули, и со второй петли от крючка за заднюю стеночку начинаем провязывать соединительные столбики. Их всего 19. Довязываем до конца. Здесь не забываем провязать самый последний за обе стеночки полупетли. И таким образом провязываем 10 рядов. В конце мы оставляем кончик нити для сшивания.
Вот наша повязка. Здесь у нас идет шов. Это у нас будет лицевая сторона. Укладываем вот таким образом. И вот здесь нам необходимо просто соединить две половинки. Также можно соединять крючком, соединительными петлями, либо взять пластиковую иглу с большим ушком и сшить. Я буду сшивать иглой. Для этого мы петельку вот эту чуть вытягиваем, продеваем нить сюда и затягиваем. И вдеваем нить в иглу. Складываем пополам. И здесь вот таким образом сшиваем. Захватываем с одной стороны, со второй стороны петельки и прошиваем. Вот я сделала соединение здесь. Теперь с этой стороны мы повязочку выравниваем. Вот и все, повязочка наша готова. Надеюсь, вам все было понятно. Не забудьте подписаться на мой канал и вяжите вместе со мной.